Здрасте, Дима. Добрый вечер. Здрасте, наши слушатели. Я для тех, кто первый раз, напомню, что я просто отвечаю на ваши вопросы. Есть ли у нас уже что-нибудь похожее на звонок? Да, есть сообщение. Давайте. Как поверить в свои силы, какие слова нужны для самоподдержки, мотивации и позитивного настроя, где взять-то эти слова? Слушая ваши лекции, поняла, что у меня признаки депрессии. Обратилась к психиатру, диагноз подтвердился, лечусь. Кстати, лечить депрессию дешевле, чем сопли. Как взять себя в руки? Почему это дешевле, чем сопли? Не знаю, пишет 270 рублей за 4 лекарства по рецепту. Как взять себя в руки и как можно быстрее поверить в свои силы? Натали, 45 лет. Натали, спасибо. Прикольный у вас вопрос, конечно. Во-первых, я не могу согласиться. Дело в том, что сопли вы лечите, дай бог, неделю, а депрессия хотя бы месяца 3. А сейчас вы говорите про цену одной упаковки, а там она будет не одна, это первое. Плюс прием у врача-психиатра. Хотя для тех, у кого есть проблемы с наличностью, существует ПНД, психоневрологический диспансер. Это государственная организация, где психиатры принимают бесплатно. И даже стационары есть тоже бесплатные. Их много достаточно. Так что то, что касается проблем депрессии и других психических заболеваний, то это можно у нас получить бесплатную помощь также. Теперь по поводу, как поверить в себя. При депрессии никак. Ее надо просто лечить. А вот в процессе лечения депрессии есть смысл пойти к психологу. И опять же, для тех, у кого проблемы с наличностью, есть, там всякие службы психологической помощи. Потому что есть такое понятие сочетанная терапия. Когда человек впадает в депрессию, он сам себя не любит, часто ненавидит, считает себя лузером, у него ничего не получится, у него все валится из рук, у него плохое настроение, такой тотальный негатив, в котором, конечно, трудно в себя верить. Но когда он одновременно лечится, снимая депрессивный фон и работает с психологом, то, конечно же, ему уже есть на что опереться, ему есть откуда отталкиваться, и он, конечно же, может выйти из этого состояния и психологически тоже. А вообще для того, чтобы в себя поверить, вот тут слово «вера» играет огромную роль. Когда мы употребляем слово «недоверие», это вы кому-то не верите. Когда вы сомневаетесь в своих чувствах, в своих мыслях, вы не верите себе. Так вот, для того, чтобы вернуть веру в себя, надо уважать свои чувства, надо уважать свои мысли и надо уважать свои решения. То есть то, что вы чувствуете, вы имеете на это право. Если вы что-то решили, вы из уважения к своему решению должны взять на себя ответственность за свои решения и довести их до конца. Вот тогда вера к себе вернется. Здравствуйте, я люблю путешествовать, мечтала переехать в Москву. Переехала, прожила 2 года, по семейным делам вернулась в родной город, потом уехала в соседний город, думала несколько дней. Это из старого осталось, вышла замуж. Желание вернуться в Москву осталось, долго обсуждали и поняли, что не можем туда поехать, пока муж не принял решение ехать. Я очень не хотела в Москву, как только он согласился, пошли странные страхи переезжать. И мы переехали вообще в другое место, мне там тоже не очень нравится. И я опять говорю, поехали в Москву. Он говорит, мы же переехали в город Н. Потом поговорили, что все возможно нам переехать. Очень большое письмо. Я была рада, что муж открыт диалогу. Но только он согласился. Опять пошли какие-то страхи. Что вдруг я проблемы затащу этим переездом. Вопрос, что это со мной и как принимать решение. Понятия не имею. Как принимать решение, скажу. Приехать в Москву, хотя бы на месячишко пожить, а там как пойдет. Звоночек. Здрасте. Алло. Здравствуйте. 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 У меня вопрос по поводу упражнения с расписанием. Да, пожалуйста. Я несколько месяцев пытался выиграть в эту игру. Невозможно, да? Еще раз повторите. Невозможно, считаете? У меня не получилось. Получилось? Я бросил. И я хочу спросить,
нужно, ну, то есть бросать нельзя, и почему, ну... Нет, вы можете покопаться во мне и... Копаться вас я не буду. Но я вам скажу вот что. Бросать можете, если не хотите. Это не может противоречить моим правилам. Вы не должны делать то, что вы не хотите. Это для удовольствия делается. Вас, видимо, стало бесить то, что не получается, да? Но мне тяжело это дается. Вот даже после нескольких месяцев... Тяжело дается, потому что проблемы есть. Давайте мы нашим слушателям расскажем, о чем мы вообще с вами беседуем. Не все же понимают. Дорогие друзья, я придумал очень интересную игру, которая очень помогает людям, которые не могут структурировать свою жизнь. Люди, которые попадают в зависимости, люди, которые сами не хозяева своей жизни, люди, у которых проблема с таймингом, люди, которые на что-то отвлекаются, люди, которым пальцем поманишь, они бегут вообще в другую сторону и так далее. Тут очень разные проблемы, связанные с тем, что человек не может жить по своему плану, что ли. Тогда я придумал следующую историю. Вы пишете расписание, я сейчас не буду подробно рассказывать. Я хочу, выпустить в виде брошюры, может быть. И у вас есть 3 варианта ответа на ваши планы. Вы сделали вовремя, вы сделали не вовремя, и вы вообще не сделали. Задание очень простое. Если вы сделали и вовремя плюс, если сделали не вовремя плюс, минус, и коротко почему. И, наконец, если вы не сделали вообще, минус и коротко почему. Задача простая. Начиная с любого дня, набрать подряд 7 дней без одного минуса. Получается проще пареной репы. Но, к сожалению, не проще. И оказалось, что люди, у которых есть такая проблема, никак не могут 7 дней подряд не иметь ни одного минуса. Где-то, но вылезает проблема. Так что, дорогой мой слушатель, если вы не хотите делать, не делайте. Это делается только с удовольствием, как и все, что я предлагаю делать. Если вы удовольствие и радость от этого не получаете, то насиловать себя расписанием не надо. Более того, этот человек сам только должен принять решение, что у него проблема, что ему это надо и так далее. Это не я принимаю решение, это вы принимаете решение. Но если вы отдохнете опять захотите, будет здорово. А как прикольно-то, да? 7 дней подряд, неважно, с понедельника, с пятницы, с любого дня. Просто подряд 7 дней, ни одного минуса. Попробуйте, поиграйте. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Михаил. У меня такая ситуация. Когда я была беременна 3-м ребенком, мой муж полюбил другую женщину. Сказать он мне не смог об этом, так как боялся, что я рожу раньше срока. Поэтому пока я лежала в больнице с ребенком в роддоме, потом в больнице, там были осложнения. Он ездил к ней, знакомил детей. Когда ребенку был месяц, мы с ним поговорили, он сказал, что любит. Я сказала, что, в общем-то, иди к ней жить. Когда ребенку был месяц, что дальше? Я не понял. Мы поговорили, и, я его выгнала, сказала, что, если ты любишь другую женщину, то, собственно говоря, иди жить с ней, строить с ней отношения. Если любишь кататься, люби и катайся. Так. Он уехал к ней, пробыл у нее 2 дня, потом позвонил, сказал, что очень соскучился по детям, и у нас 3 детей, и попросил приехать в гости, остался. Прожил неделю. Сейчас у нас такая ситуация, что он 3-4 дня живет там, 3-4 дня живет здесь. У меня состояние, естественно, ребенку сейчас 1,5 месяца, и то есть буквально это все случилось на днях. Разводиться официально он не хочет. Он говорит, что, возможно, через 2-3 года, когда я изменюсь, он вернется, и мы сможем построить с ним заново отношения. Хотя, изменюсь в каком смысле? Подождите, изменюсь в каком смысле? Были ситуации в браке, которые его не устраивали. Впрочем, как и меня. То есть, например, для него было нормой выпить на 1-2 бутылки вина каждый вечер. Для меня это очень Подождите, странно. Стоп. Не торопитесь. Да. Как вас зовут? Алена. Алена, я правильно вас понял, что ваш муж каждый день пьет по 1-2 бутылки вина? Да, иногда бывают перерывы, когда, например, ему надо рано вставать, выходить на работу или еще что-то. А так как он работает удаленно, то, в принципе, да. А можно из этого сделать вывод, что ваш муж просто нездоровый человек, как говоря по-русски, алкоголик?
Он не признает этой проблемы, понимаете? А Он мы не говорит, просим я его буду, признавать я эту проблему. в порядке, как бы, всё Вот хорошо, здесь, подождите. адекватно мыслю. Аленочка, Не проблема. алло. Да-да-да. Да не надо думать про что признает его, это вас не касается, признает это или нет, это его дело. Вы понимаете, что вы сейчас имеете дело с не очень здоровым человеком, с которого на полном серьезе обсуждаете, что вам надо измениться. Вы что, шутите, что ли? Алена. Да, я понимаю, что... Думаю, что вы даже близко не догоняете, что у вас за ситуация. Ну, в остальном же он, как бы, я понимаю, что... в остальном может быть, действительно, прекрасная я делаю маркиза. из этого проблему. Ну да. Жалко, на радио не все можно сказать. Я попробую как бы пропустить слово в этом стихотворении. Но как-то это так звучит. Колька парень неплохой, только и глухой. Вот примерно так выглядит ваша история, что в остальном он хороший. Так вы вопрос свой задайте, тем не менее. Как мне сейчас начать жить заново, начать строить свою жизнь, как не реагировать на него, потому что, действительно, это очень больно, обидно, сама ситуация, как бы вот эта вся... Давайте сначала я сниму с вас чувство боли и обиды. У вашего мужа не очень адекватное поведение в принципе, понимаете? Притом все, вот даже описание этой ситуации, что грудной ребенок, вы находитесь, я так понимаю, на сносях, да? Он заводит роман. Потом он почему-то берет своих детей, ваших детей, Да. и знакомит их со своей женщиной. То есть это поведение, алкоголика, говоря по-русски, который вообще ни за что не отвечает. Я понятно объясняю, да? Да. Он, в принципе, не отвечает ни за вас, ни за детей. Он живет, не по принципу, как я бы сказал, как хочет, а как его психика его куда, ведет, он туда идет. Если бы он даже пил через день, он уже был бы алкоголиком, понимаете? Какие, вы что, шутите? Я вам объясню, 1-2 бутылки вина, это от 700 грамм до 1,5 литра вина в день. Вот что, водохлеб у вас, что ли? Смешно. Спит иногда, наверное. Да и алкоголь заканчивается. Поэтому давайте все-таки называть вещи своими именами. У человека болезнь, алкоголизм является психическим расстройством и относится к химической зависимости. Теперь, это его дело, он может не признавать, вас это вообще не касается. У вас же взрослый парень, правильно? Да. Вот. Теперь, почему вы себя так ведете? Потому что вы в себе не очень уверены, потому что вы не знаете, как реагировать. А вот если вы были человеком уверенным и независимым, я понимаю, вам тяжело с 3 детьми, но представьте себе, что у вас бы, например, на счету было пара миллионов долларов. Вы как бы вели себя с мужем? Давайте пофантазируем. Я бы его послала. То есть причина, по которой вы это не делаете, потому что вы от него зависите, правильно? Конечно. Вот эту проблему надо решить. Вы ее можете как-то решить? Я в ближайшие дни иду получать новую специализацию. На курс. А сколько младшему ребенку вашему? 1,5 месяца. И вот где будет, пока вы идете на специализацию? С бабушкой какую-то часть времени. Есть бабушка, да? Часть времени он обещал помочь иногда сидеть с ним. Прекрасно. То есть днем он еще трезвый, да? Да. Он вечером начинает пить. Да. Теперь по поводу вообще всей этой ситуации. Значит, вы хотите разводиться, не хотите? Я не знаю. Мне на самом деле очень страшно. Я понимаю, что 3 детей, и мне очень многие говорят о том, что какая я должна к нему броситься в ноги и сказать, что возьми меня обратно. Я хочу сказать, что, вы знаете, в России очень тяжелая история, самой Российской империи, да? Например, я вам просто немножко салатик освежу. У нас сейчас 2022 год, правильно? Да. В 1861 году, отменили что? Отменили крепостное право. А крепостное право это что? Свобода выбора. Нет, само крепостное право, как по-другому сказать? Это Рабство. Рабство.
чистом виде крепостное право – это рабство. Теперь для тех, кто не понял, что это рабство, я объясню. А крепостных убивали, меняли на собак, насиловали и так дальше. У Толстого есть рассказ, как гончая собака загрызла грудного ребенка крепостной крестьянки, она пошла целоваться с хозяином, собака которого насмерть растерзала ее грудного ребенка. Понимаете? Мгм. Это психология рабов. Ну, крепостное право – это рабство. Мгм. Еще раз. Вот Гоголя вспомните, да? То есть, ну, и крепостных меняли, в карты проигрывали. То есть это были реально рабы. Не потому, что я сейчас об этом говорю, потому что это правда. Но если можно убить крепостного, за это ничего не будет. Если можно его поменять на собаку или на ружье, например, да? Помните, а Чичиков, помните, тоже там они торговали мертвыми душами, да? Мгм. Мгм. Рабов. Итак, 1861 год. Теперь отсчитывайте дальше. В 1900 примерно, не помню каком, 35-м, в 36-м году, не хочу врать. То есть давайте посчитаем. 1961 до начала 20 века 39 лет, и еще 30 лет. Примерно 69-70 лет прошло. И что сделал Сталин, не знаете? Он забрал паспорта у всех, кто живет в деревне. То есть люди, которые жили в деревне, не могли переехать в другую деревню или перейти в другой колхоз. Что он сделал? Он вернул обратно крепостное право. Слово «крепостное» имеется в виду закрепленное от слова «крепость». Закрепленный за какой-то землей. И Сталин опять забрал документы, паспорта, и у крестьян не было паспортов. Вы знали об этом? Нет. Это было недавно. Ну, как недавно? В 1930-е годы это уже было. И вот сейчас 2022 год. Помните, как говорится, ложки нашлись, а осадок остался. Вот эта психология того времени, она осталась у людей в голове. Поэтому у вас есть люди, которые говорят: упади в ноги, он же твой кормилец, правильно? У тебя ж 3 детей, куда ты лезешь? Так же они говорят. Ну, практически, да. Почему? Потому что у них еще не до конца не испарилась их рабская психология. Потому что, если что, так это было совсем недавно. И вот психология, к сожалению, вот такая продолжает оставаться. Поэтому в других странах это вообще дико было бы даже подумать о том, что такое можно терпеть. А у нас дают советы типа: да ты что, давай в ноги падай, может он тебя... Он ты сам говорит, через 3 года, если исправишься, поговорим. А я не верю, что он вообще 3 года протянет с таким алкоголизмом-то. Ну, в нормальном состоянии. Вы что думаете, можно пить без последствий всю жизнь одинаково? Нет. Это же идет деградация, понимаете? Внешне человек нормальный, а внутри там с головой уже проблема. Поэтому вам решать, не мое, как говорится, собачье дело совета раздавать, но решайте вы, как считаете нужным. Только не из-за страха. Страх очень плохой советчик. А так принимайте любое решение. Так, что у нас со звоночками? Здрасте. Здрасте. И все? Нет, меня зовут Евгений. Здравствуйте, Михаил, очень приятно. Стало веселее, Евгений. Спасибо вам большое за вашу передачу и вообще за деятельность. Я вам писал смс-ку, вот, ну прям вот недавно, и вот так неожиданно быстро дозвонился до вас. Так, говорите. У меня, да, я вот слушаю ваши передачи, и я так понял, то, что у меня из детства идет, то, что вот меня мама оставляла в деревне каждое лето маленького одного, и я очень по ней вот скучал, тосковал мне. Как по одного? А вообще один, да? Жили без взрослых? Нет, почему с бабушкой? Баба. Ну, не одного. Просто без мамы. В смысле, она уезжала, то есть она работала в городе, а я жил. И вот это вот ощущение вот этой тоски, вот этого ожидания, когда она приедет навестить меня там, ну, или там на выходные. Вот, оно у меня и сейчас часто появляется вот в отношениях там с девушкой, например. И вот чувство неуверенности в себе. А сколько вам было лет, когда вас мама оставляла одного, как вы говорите?
Сколько лет было? Да. Ну, это было постоянно, наверное, я сейчас не помню, с дошкольного, ну, то есть со старшего садика и школа полностью. То есть. И вы считаете, что это была психотравма? Вы как бы 3 месяца жили без мамы, да? Как? Вы 3 месяца жили без мамы, с бабушкой. Ну, 2,5 точно. А мама вам говорила, что вы... Ну, как, она вообще даже вас не навещала? Не, она приезжала. То есть где-то раз там наверное, 3, может быть, недели. Вы понимаете, что так жило большинство детей в СССР? Я не знаю. Вот я вам рассказываю. Ну, например, я ездил, кстати, с удовольствием в лагеря. По 2, 3 смены у меня не было, а по 2 смены было. Но как бы у вас, знаете, что могло быть? Есть дети, у которых очень огромная привязанность к матери. Настолько большая привязанность. Да. Я вот очень ее любил. То есть смотрите, вот я расскажу, что такое очень. Очень — это когда мама выходит в магазин, а у ребенка температура повышается. Да. Вот это очень. И это дело уже не в маме, а в самом ребенке, что у него вот такая психическая конституция, что он очень эмоционально восприимчив и очень зависит от мамы. И вы считаете, что на вас это повлияло, и сейчас вы не уверены, и что с девушкой? Угу. С девушкой не могу расстаться, потому что, боюсь потерять эти отношения, наверное, и вот, как вы говорите, выбираю не себя в этой ситуации, а выбираю отношения. И вопрос? Вопрос, как быть более уверенным в себе, как научиться. Вот еще людям сложно там говорить нет, как бы на работе, как бы, оправдывать как бы свое ценообразование, поднимать ценник. Тоже вот с этим вообще все очень сложно. Вот смотрите, понятно. Вот вы молодец, в отличие от мужа бедной женщины, которая не признает, что у нее проблема с алкоголем, выпивая в день по 2 бутылки, вы признаете, что у вас есть проблема. Это уже хороший шаг вперед. Теперь по порядку. Первое, забудьте про маму вообще. До тех пор, пока вы пытаетесь связать нынешние проблемы с детскими, вы продолжаете быть ребенком и как бы отыгрывать эту детскую историю. Это дорога в никуда. За что я не очень люблю психоанализ. На самом деле, если вы хотите, повзрослеть и избавиться от этих детских проблем, вы должны сказать, что вот сейчас, сколько вам сейчас лет? 38. Сейчас 38 лет, у меня есть проблема. Я не могу говорить нет, я не могу заявить о своих желаниях, я боюсь потерять девушку и так далее. Маму вообще не трогайте, это никакой роли не играет. Вот начните с сегодняшнего дня, это первое. Второе. Скажите себе, что все, что вы делаете под воздействием страха, только создает для вас проблему. То есть, когда вы принимаете решение из-за страха, знаете, как говорят, если ты попал в яму, хотя бы перестань копать. Вы должны перестать копать. Вы должны сами с собой договориться, что у вас есть проблема, и вам надо ее решать. Как это должно выглядеть? Вы должны наперекор своей психике совершать определенные действия. Тогда ваша психика будет вынуждена меняться и становиться такой, какой вы хотите. Что я имею в виду? Вы должны прийти к руководству и сказать, что вы хотите зарабатывать столько-то. При этом вы должны быть готовы к тому, что вам надо будет уволиться. До тех пор, пока... я сам на себя работаю. А тогда кому вы можете предъявить по поводу доходов? Нет, это непонятно. Себе. То есть, когда я с клиентом, например, то есть я знаю, что рынок может быть выше, а мне вот... Окей, тогда я понял. Тогда вы должны быть готовы потерять клиента, остаться без денег. Вы готовы к этому? Да, наверное, это... Поехали дальше. Вы говорите, у меня проблема сказать нет. Почему? Потому что вы хотите быть хорошим, а когда вы говорите нет, люди могут от вас отвернуться. Следующее, вы должны быть готовы потерять людей, которым вы говорите нет. Готовы? Придется, потому что, у вас выхода нет. Уже 38 лет, Михаил, да. уже, наверное... И последнее, про девушку. Так сказать, вишенку на торте. Да. Если ваша девушка видит, что вы очень переживаете, когда вы не вместе, то вы себя просто очень быстро сольете в ее глазах,
и она может потерять к вам интерес, из-за чего вы скажете: ну я так и знал, вот не зря я боялся, а на самом деле вы это сделаете своими руками. Поэтому вы должны вести себя как бы адекватно, вы не ребенок, и девушка не ваша мама. Поэтому никаких названиваний, никаких «когда ты придешь», и пореже «я так соскучился». А вы сейчас живете вместе с девушкой или нет? Нет, живем не вместе, но это вообще проблемные отношения, ну, А почему живете не вместе? Ну, потому что она живет с другим человеком. Что за странные отношения? Ну, я говорю, это такие отношения токсичные, я называю их. Тогда, видимо, с девушкой придется попрощаться. Наверное. Вот смотрите. Не хочется, вроде вот, нравится. Да, посмотрите на меня. Насчет нравится. Я не вступаю ни в какие отношения, не то что с чужими женами, а даже с чужими подругами. Они мне, в принципе, не интересны, понимаете? А я не был таким всегда. А вот сейчас, живя по своим правилам, мне вообще не интересны чужие люди, понимаете? А вам интересно. Почему? Опять, возвращаясь с детства, вы сейчас скажете: ну, потому что мама и так далее. Нет. Не-не-не. Вам надо завязать с этим просто. Что с вами произойдет, когда вы соскочите? Начнется ломка, как у любого наркомана. Почему? Потому что любовная зависимость, в ней принимает участие те же участки головного мозга, что при героиновой зависимости. Вот это проблема. И вам придется, сознавая, что вам будет плохо, что вас накроет вот эта ломка, все-таки расстаться и сразу перейти к психологу. Найдите себе хорошего психолога, и чтобы вы были не один, и когда вы будете ходить к психологу, одновременно расставшись, у вас будет поддержка, понимаете? Угу. У меня все. Успехов. Как говорится, шире плечи, выше грудь. Так, что нам там пишет? Так, вот Александра, 41 год, очень просит прочитать ее сообщение. По причине серьезной болезни, гематология, не могу иметь детей. Очень переживаю, так как к такому повороту в жизни не была готова. Ранее с детьми не получилось, а сейчас нет шансов. Как перестроить свое сознание и постараться принять такую сложнейшую ситуацию? Она не сложнейшая, и формулировка ваша, мягко говоря, неточная. Вы можете иметь детей, вы не можете иметь своих биологических детей, это правда. Но вы можете иметь детей, которые биологически не ваши. Для этого надо всего-навсего кого-то удостоверить или удочерить. В чем здесь проблема? Напишите дальше. А пока давайте мы на звоночек ответим. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья, 30 лет. Очень приятно, У меня Наталья. такой вопрос. Михаил, 60. Очень приятно. У меня такой вопрос. Вот у меня мой муж пополамщик. То есть, вот, когда мы работали... Кто он? Пополамщик. То есть, все расходы пополам. Так. Вот у него идея. Вот так женщины называют мужей, которых расходы пополам. Они это четвертные, да, когда 75 мои, 25 жены. Так. Вот. И мне это вот неприятно это. Вот у нас есть 2 детей. Так. И вот сейчас, допустим, я в декрете, и он только на детей тратит, а на меня тратить не хочет. То есть даже я даже не могу, ну, я, конечно, могу попросить, что-то выпросить, но я не хочу унижаться, но он не хочет. А когда вот вы были, у вас 2 детей, то есть это не первый декрет в вашей жизни, да? Не первый, нет. И это уже было, когда вы были в первом декрете? Было. Там вот такая ситуация, мы не планировали беременность, но я не захотела делать аборт. Подождите, давайте по порядку. Значит, до того, как вы были первый раз беременны, вы зарабатывали так же, как и ваш муж, правильно? Да, нет, меньше. При этом он давал половину своих денег и предлагал вам отдать свою половину, правильно? Ну, все пополам, да, коммуналка пополам. А, все нет, пополам. расходы пополам. Не доходы пополам, а расходы пополам. Расходы, да, коммунальные платежи. И вас это устраивало? Нет, не устраивало. Но вы с ним при этом родили 2 детей. Поделитесь секретом, как можно жить человеком, который тебя не устраивает, родить с ним 2 детей и выйти за него замуж. Говорите. Ну, когда выходил замуж, все было нормально. То есть не было. Он не был замуж, пополамщиком, все было, да? как я хочу, все было прекрасно. А как только у меня появилась первая беременность, он резко изменился. То есть на мою очередную просьбу там, купи там чего-то, какую-то элементарную, дешевую там вещь, ты что там, типа,
Ты не понимаешь, сама давай. Ну, это как-то так. Хорошо, а в чем ваш вопрос? А как мне вот, ну, я просто не могу понять, вот, ну что, может, я плохая жена, может, мне надо самой измениться, или мне просто нужно другого мужчину найти. То есть, давайте я вам отвечу. Просто Да-да, отвечу немножко абстрактно, чтобы это не выглядело как какой-то совет, типа, а что ты терпишь, да разведись ты с ним. Я так не хочу говорить. Я скажу, как вообще я вижу жизнь. Я вижу жизнь следующим образом. Пока вы дети и зависите от родителей, вы являетесь заложником той семьи, в которой вы родились. Вы не можете их выбирать, потому что вы родились у конкретно вот этих родителей, и все на этом. Теперь, когда вы вырастаете, у вас появляется возможность жить самостоятельно. Все остальные выборы – это ваш личный выбор. Вы вышли замуж за человека, который таким не был, но после рождения первого ребенка таким стал. Вы сказали, что он уже после первой беременности себя начал так проявлять, что не помешало вам это еще раз повторить. Вот для меня загадка, зачем вы это делаете. Как сказала одна моя знакомая, у нее муж еще хуже себя вел, у нее началось во время беременности кровотечение. А она говорит: слушай, поехали в больницу, а муж смотрел футбол. Он сказал: какая больница? Вызови себе такси и отвали от меня. И она родила с ним еще ребенка. На вопрос, зачем, она сказала: у детей должен быть один отец. Люди по-разному сходят с ума. Так вот, вам этот человек не нравится, он вас не устраивает, вас, я не знаю, бесит, раздражает его, не знаю, жадность, нежелание. Вы же сейчас вообще не зарабатываете, вы в декрете находитесь. И вы меня спрашиваете: Михаил, может, со мной что-то не так? С вами только не так одно, что вы все это терпите. Как вам поступить в ситуации, когда вы живете той жизнью, которая вас не устраивает, с человеком, который вас не устраивает? Решать вам. У меня лично все. Я хочу добить там 2 вопроса. Вот женщина, которая проблема с гематологией, не может иметь детей, пишет дальше, что ей могут и не дать усыновить. Ну, может быть, сначала вылечиться, потом попытаться усыновить. Или вот если вообще никак невозможно, можно приходить в детские дома, играть с детьми, можно работать с детьми, в какой-то форме все-таки попытаться быть к детям поближе. Катерина просит прочитать ее вопрос. У нее сильно скачет настроение, бывают дни, когда чувствует прилив сил, радость жизни, настроение. Что делать? На следующий день совершенно наоборот, вплоть до желания покончить с собой. У вас очень может быть, дорогая Екатерина, биполярное расстройство, или, как говорили в советское время, МДП. Маниакально-депрессивный психоз. Биполярное расстройство, когда у вас то мания, то депрессия. Это лечится, и вам для этого нужен врач-психиатр. Вот с этим описанием. Ну, а мы идем дальше. Добрый вечер. Алло, да, Михаил, здравствуйте. Меня зовут Артем. У меня вопрос, который касается не совсем лично меня, но моей жизни. Он касается моей матери. Ей 50 лет, и сколько я себя помню, она всегда старается помочь нашим неблагополучным родственникам, которые, например, пьют или какие-то другие вот... Ваша мама пытается им помочь, да? Еще раз? Ваша мама пытается им помочь. Да, она пытается им помочь, так. дает им советы, когда они не просят, когда лезет в их жизнь, решает их проблемы, вот, говорит, что хочет, чтобы они начали жить нормально, и говорит, что как бы ее действия в этом помогут. Но ситуация там больше 20 лет никак не меняется, родственники, похоже, сами не хотят ничего менять. Вот, но если какие-то проблемы происходят, они могут к ней обратиться, чтобы она их решила. Вот. И у меня такой вопрос. Вообще нормально ли это? И как объяснить ей, чтобы она не тратила время на них, не давала советов, когда они не просят, и занималась своей жизнью в первую очередь? Потому что она тратит достаточно много времени и сил на то, чтобы, ну, так скажем, сделать это... А вам как, что маму жалко, что ли, из-за этого? Почему вы решили с ней на эту тему говорить? Может, она так развлекается? Может, ни других интересов нету? Вы уверены, что вы хотите ей сказать об этом? Ну, мне кажется, что эта ситуация не совсем нормальная, потому что она тратит много времени. Вот, и... Мама верит в то, что это помогает. Во-первых, объясните маме, что это не только не помогает, это вообще бессмысленно.
Потому что для того, чтобы человек вылечился, он должен принять то, что он алкоголик, что у него есть зависимость. Родственники не принимают это, правильно? Да. То есть они не считают, как вот наша женщина звонила сегодня, про мужа рассказывала. Он тоже не считает, что у него право. Второе, он должен хотеть лечиться. И только после этого ваша мама может его поддержать, пока ее родственник, это кто, брат ее? Это ее сестра, причем не самая близкая. Вот. То есть не родная. То есть не самые близкие родственники. Вот. И только когда ее сестра уже лечится, мама может ее поддержать. А говорить, что ей надо лечиться, что у нее проблемы, это бесполезно. Более того, я в книге описал ситуацию, что я работал в одном здании с наркологами, но еще советскими, правильными, которые все с высшим образованием, все психиатры, и просто так никого не лечат. И они выводили из очереди людей, тех, которых привели родственники. Они их вообще не принимали. Ну, смотрите, тут немножко другая ситуация. Не то, что она говорит им лечиться, она просто решает за них все их проблемы. Допустим, какие-то проблемы бытового характера. Значит, она создает им просто комфортные условия бухать дальше. Что я могу сказать? Создает им проблему создает в том, что так как она берет на себя часть образовавшихся из алкоголизма проблем, они дальше лечиться не будут. То есть она им как бы продлевает это удовольствие, понимаете? Ну вот я ей то же самое объяснил и просто... Но мама какая-то проблема в том, что у нее нет других интересов. И вот тут я не знаю, чем вы можете помочь. Она скажет: сынок, ты меня забираешь, мой интерес, о чем мне делать? Сериалы вечерами смотреть, что ли? Так я чувствую себя нужной, а так я не знаю, чем мне заняться. Что вы с этим будете делать? Угу. Ну вот если вопрос стоит о том, что она не чувствует себя нужной, ей лучше это с психологом прорабатывать, или я чем-то могу ей помочь в этой ситуации? Вы можете один раз сказать, что своими действиями она продлевает их алкоголизм. Потому что уже, да. Один раз достаточно, больше ничего говорить не надо. И иначе получится ситуация, что она вмешивается в жизнь сестры, а вы в ее. И тут вы от мамы очень похожи становитесь. Хорошо, да. Спасибо. На здоровье. Друзья мои, что я могу сказать? Счастливо, обнимаю, жму и до вторника. Дима, спасибо.